Idle игры, они же кликеры, отлично подходят для тех, кто хочет играть без спешки и лишнего напряжения. Вы запускаете процесс и дальше присутствуете по минимуму. Копите ресурсы и улучшаете систему, пока все не автоматизируется. Такие игры не требуют постоянного внимания. Можно заниматься своими делами, а потом зайти и собрать награды за прогресс. Ну а если видео наберет 50 лайков, сяду монтировать продолжение. А пока можете заценить плейлист на тему колонизация планет, если кто пропустил. Всем здрасте, с вами Настя, и с тебя лайк и подписка, с меня интересный факт об игре из списка. Погнали! Space Rock Breaker. Это короткая, но затягивающая инкременталка, полностью сосредоточенная на добыче ресурсов и постепенном наращивании мощности. Игрок управляет космическим кораблем и с помощью различного оружия, пушек, ракет и лазеров разрушает астероиды. Добытую таким образом руду необходимо переработать, чтобы превратить ее в кредиты. Основной и необычной механикой игры является переработка ресурсов через специальную машину Плинка. Руда сбрасывается внутрь, падает вниз, отскакивает от штырей и в конечном итоге попадает в одну из ячеек, где каждая из них имеет свое значение, которое определяет количество очков. По мере прохождения открываются новые типы астероидов и материалов, более ценные и редкие, что стимулирует игрока углубляться все дальше в космос. Полученные кредиты можно тратить на улучшение оружия, корабля и эффективности добычи. В игре присутствует большое древо навыков, которое позволяет гибко настраивать стиль прогресса, усиление урона, скорости добычи, бонусов от переработки или пассивного дохода. Интересный факт. Проект не стремится к научной достоверности. Управление кораблем и инструментами намеренно аркадное, чтобы игрок чувствовал вес, импульс и риск. Многим понравилась простая, почти неоновая подача космоса и эффект старого экрана, который делает игру узнаваемой среди других инди. Создатель пока рассматривает добавление прогрессии режимов. В ответах на фидбэк упоминались идеи контрактов, апгрейдов корабля и более структурированных заданий, но подчеркивалось, что они не должны загасить чистое удовольствие от ломания камней. Unboxed. Это милая, методичная, казуальная игра, основная механика которой строится вокруг распаковки таинственных коробок и взаимодействия с предметами внутри них. Игрок лопает пузырчатую пленку, вскрывает упаковки и получает сияющие предметы, которые можно коллекционировать, улучшать и использовать для дальнейшего развития. Предметы приходят не случайно, а связками. Кухня, хобби, канцелярия. Чтобы игрок интуитивно понимал, что где должно находиться. Процесс сопровождается приятными визуальными эффектами и звуками наподобие антистресса. По мере прогресса можно покупать улучшения. Они позволяют ускорять процесс, увеличивать ценность находок и открывать дополнительные игровые возможности. В центре истории поиск потерянной детской плюшевой игрушки, что добавляет игре легкий эмоциональный подтекст и мотивирует продолжать распаковку. Игра отлично подходит для коротких сессий или фонового прохождения. Она не требует высокой концентрации и идеально вписывается в формат Idle кликера, где удовольствие приносит сам процесс и постепенное накопление очков. Интересный факт. Идея игры родилась из стремления разработчика воссоздать ощущение радости от распаковки подарков и посылок, поэтому в игре особый акцент сделан на анимациях, звуках и приятном визуале. В дефлогах авторы объясняли, что сознательно отказались от таймеров, штрафов и рейтингов. Цель — сохранить медитативный ритм распаковки, но при этом добавить микроголоволомки с логикой размещения предметов. В планах создателей новые тематические коробки, настройка комнат и более гибкие правила укладки, но без превращения игры в менеджмент. Shelldiver — это уютная инкременталка с элементами менеджмента и аркады, рассказывающая историю пожилой, но отважной черепахи, решившей открыть собственный бизнес по продаже медуз. Основной игровой цикл строится вокруг погружения на подводной лодке. Используя пузырь-мед, игрок ловит разнообразные виды медуз, от обычных до редких и опасных. Каждая из них обладает уникальными свойствами. Одни электризуют, другие взрываются при приближении, третьи встречаются только на больших глубинах. Пойманных морских обитателей можно продавать в собственном магазинчике, зарабатывая валюту для развития бизнеса. На дне можно находить другие ресурсы: человеческий мусор, кристаллические образования, необычные грибы и редкие материалы. С помощью лазерного бластера все это перерабатывается и используется для улучшения подлодки, инструментов и оборудования. Игрок также может улучшать запас кислорода, глубину погружения, скорость добычи ресурсов, эффективность магазина и многое другое. Это делает каждую сессию более продуктивной и постепенно открывает доступ к новым возможностям. Интересный факт. Главный герой Shelldiver — пожилая черепаха, и многие механики игры намеренно замедлены без резких рывков, чтобы подчеркнуть идеи спокойного ритма жизни, где важна не только работа, но и отдых. Игроки в комментариях писали, что проект приятно выделяется отсутствием угроз, таймеров и наказаний. Океан здесь не пугает, а успокаивает. Парадоксально, но из-за милоты существ часть комьюнити чувствует дискомфорт, помещая их в пузыри или контейнеры, и просит добавить в игру альтернативные способы взаимодействия. This Isn't Even Poker, я Джокер. Это стильный и дерзкий кликер с элементами построения колоды и псевдоазартной механикой. Несмотря на название, игра намеренно ломает привычные правила покера, превращая процесс в безумную гонку
гонку за числами, улучшениями и все более абсурдными комбинациями карт. Игрок, переворачивая их, зарабатывает валюту, постепенно собирает и прокачивает собственную колоду, покупая новые карты, усиливает комбинации и повышает свой доход. Со временем появляется возможность нарушать классические правила. Например, держать в руке больше 5 карт, если денег хватает. По мере прогресса открываются прислужники, которых можно отправлять в экспедиции. Они добывают редкие карты с уникальными характеристиками, а также позволяют целенаправленно избавляться от ненужных карт в колоде, делая каждую руку максимально эффективной. Экспедиции тоже прокачиваются, увеличивая награды и открывая новые возможности. За заработанные монеты покупаются апгрейды, ускоряющие процесс, открывающие альтернативные пути развития и подготавливающие игрока к противостоянию с главным антагонистом — шутом. Интересный факт. Несмотря на покерную тематику, в игре намеренно отсутствует строгая симуляция реального покера, где шут всегда меняет правила игры. Проект активно ломает карточную грамотность игроков. Обозреватели подчеркивали, что опыт в покере здесь не гарантирует успеха, наоборот, иногда мешает. Разработчики упоминали о том, что планируется появление экспериментальных модов, короткие забеги, тематические колоды, ультрахаус, чтобы у игроков было разнообразие. Keep on mining. Это медитативная инкременталка, полностью посвященная добыче полезных ископаемых. Игровой процесс строится вокруг добычи камней. Достаточно навести курсор на один из них, и он начинает автоматически добываться. Игрок получает руду, которую можно переплавлять в слитки. В игре представлено множество типов камней и ресурсов, каждый из которых используется для крафта, улучшений и открытия новых возможностей. Ключевой элемент прогресса — древо умений. Слитки тратятся на постоянное улучшение, которые навсегда усиливают характеристики добычи, повышают эффективность кирок и открывают новые игровые механики. Используя разные материалы, можно создавать все более мощные инструменты. Каждая новая кирка превосходит предыдущую по характеристикам, позволяя добывать быстрее, сильнее и эффективнее. При повышении уровня игрок получает очко таланта и выбирает одну из 3 случайных карт. Карты усиливают персонажа, но одновременно повышают здоровье камней, создавая легкий баланс между ростом силы и усложнением добычи. Интересный факт. Разработчики сделали упор на вечной добыче, где итог — полуавтоматизация игрового процесса без навязчивых таймеров, штрафов за выход из игры и постоянных пушей в виде «зайди прямо сейчас». Ручная добыча киркой оставлена намеренно, даже в поздней игре. Игроки в комментариях часто писали, что анимации, искры и звук раскалывающихся камней делают геймплей залипательным. По данным девпостов, в ближайших планах создателя добавить вариативность руды и условий добычи. Разработчик упоминал эксперименты с особыми камнями, временными эффектами и аномалиями, которые понравятся игрокам. Вот такая подборка Idle игр у меня получилась. Все они по-своему простые и понятные, но при этом хорошо затягивают за счет постоянного прогресса. Такие игры отлично заходят в перерывах или когда просто хочется расслабиться. Надеюсь, среди них вы найдете что-то подходящее для себя. Спасибо, что уделили время и досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии, а главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами был Настена, всем пока-пока.